Сердце выскакивает из груди, ладони потеют, дыхание сбивается, а каждый мускул напряжен до предела. В голове проносится «это конец». Когда над городом звучит сирена, а потом грохочут взрывы, это не просто страшно. Это запредельный животный ужас. И первое, что нужно понять, ваша реакция абсолютно нормальна. Это древний механизм выживания. Пей или беги. Ваше тело мобилизуется для спасения. Но когда эта мобилизация затягивается, она истощает. Цель этого видеоматериала — не дать ложные обещания о бесстрашии, а дать вам конкретные, простые инструменты, чтобы перевести дух, вернуть себе хоть малую часть контроля и помочь своей нервной системе пережить этот кошмар. Вы не можете контролировать происходящее снаружи, но можете влиять на то, что происходит внутри вас. Первое правило — это дыхание, ваш главный якорь в шторме. Почему это работает? Когда мы в панике, дыхание становится поверхностным и частым. Это сигнал для мозга. Тревога — опасность. Но мы можем послать мозгу обратный сигнал. Все под контролем, успокаивайся. С помощью сознательного дыхания. Техника — квадратное дыхание. Самая простая и эффективная. Сядьте или встаньте в устойчивую позу. Если вы в укрытии, обопритесь спиной о стену. Медленно и глубоко вдохните через нос на 4 счета. Представьте, что наполняете воздухом сначала живот, потом грудную клетку. Задержите дыхание на 4-й счет. Не пережимайте горло, просто остановите дыхание. Медленно выдохните через рот таким же образом. Постарайтесь выдохнуть весь воздух, будто задуваете свечу. Снова задержите дыхание на 4 счета. Повторите цикл. Сделайте так 5-10 раз. Почему это помогает? Эта техника физиологически снижает частоту сердечных сокращений и давления. Она переключает мозг с паники на счет и контроль за процессом. Это ваш внутренний стоп-кран. Второе правило называется заземление. Вернитесь в свое тело, здесь и сейчас. Паника и тревога уносят нас в пугающее будущее. А что, если следующая ракета прилетит в мой дом? Задача — вернуться в настоящее, в свое тело, в реальность данного момента. Техника 5-4-3-2-1 работает следующим образом. Оглядитесь вокруг и мысленно назовите, можно шепотом, 5 вещей, которые вы видите. Например, я вижу трещину на потолке, свои зеленые носки, рюкзак соседа, пыль на полу, свою собственную руку. 4 вещи, которые вы ощущаете тактильно. Например, я чувствую шероховатость стены под пальцами, холодный пол, текстуру своей куртки, как стучит мое сердце в груди. 3 вещи, которые вы слышите. Например, я слышу свое дыхание, тихий разговор людей в укрытии, скрип двери. 2 вещи, которые вы можете обонять. Например, я чувствую запах пыли, запах своего парфюма. 1 вещь, которую вы можете попробовать на вкус. Например, вкус прошлого глотка воды, вкус моей собственной слюны. Почему данная техника работает? Этот метод заставляет ваш мозг переключиться с обработки страшных образов и мыслей на обработку сигналов от органов чувств. Это мощный способ перезагрузить нервную систему. 3 правило — это контакт с другим человеком. Вы не одни. В момент острого страха одиночества может его приумножить. Физический контакт — это не просто приятно, это биологическая необходимость. Вот что вам нужно сделать. Возьмите за руку того, кто рядом, ребенка, супруга, друга или даже незнакомца. Просто крепко сожмите его руку. Это сигнал нервной системе. Я не один, мы вместе. Обнимитесь. Объятие продолжительностью более 20 секунд способствуют выработке окситоцина, гормона привязанности и спокойствия. Если вы одни, обнимите себя. Крепко обхватите себя руками, положите ладонь на сердце, похлопайте себя по плечу. Ваш мозг все равно получит сигнал заботы. 4 правилом является управление информацией. Остановите поток ужаса. Постоянный скроллинг новостей и мессенджеров в момент опасности — это подпитка паники. Ваша нервная система и так на пределе, не перегружайте ее. Выберите 1-2 надежных источника. Доверьтесь им.
Отключите уведомления со всех чатов и новостных каналов на время обстрела. Бесконечные сообщения «А у вас что там?», «А у нас только что» только усиливают хаос в голове. Слушайте только официальные сводки. Не погружайтесь в слухи и панические обсуждения. Если есть возможность, включите спокойную музыку в наушниках или просто закройте уши руками, чтобы сосредоточиться на своем дыхании. 5 правило — это помощь детям, ваше спокойствие, их спасение. Дети считывают ваше состояние как лакмусовую бумажку. Если вы в истерике, они будут чувствовать, что мир рушится. Сохраняйте максимально возможное спокойствие. Ваше ровное дыхание и уверенные действия — лучший транквилизатор для ребенка. Физический контакт. Держите ребенка на руках, обнимайте, гладьте по голове. Говорите спокойным низким голосом: «Я с тобой, мы вместе, мы в безопасности сейчас». Дышите вместе, скажите: «Давай поиграем в игру «Дракончик». Вдохнем глубоко-глубоко, как дракон перед полетом, и медленно выдохнем дым». Ваше совместное ровное дыхание успокоит вас обоих. Отвлеките ребенка. Если позволяет ситуация, достаньте телефон и покажите мультик, почитайте книжку. Предложите ему нарисовать то, что он видит вокруг. Это не игнорирование опасности, это защита его психики. 6 правило. Это работа с телом. Сбросьте адреналин. Ваше тело готово к бегу или борьбе, но вы вынуждены сидеть в укрытии. Накопившаяся энергия ищет выхода и превращается в тремор, дрожь и панику. Напрягите и расслабьте мышцы. Сильно сожмите кулаки на 5-7 секунд, почувствуйте напряжение, а затем резко расслабьте. То же самое можно проделать, напрягая пресс, ягодицы, икры ног. Если есть возможность, сделайте несколько простых физических упражнений, приседания, отжимания от стены. Это поможет сжечь излишки адреналина. Медленно попейте воды. Это не только гигиеническая необходимость, но и ритуал, который возвращает к простым базовым потребностям. И, наконец, что делать после? Важно выпустить пар. Когда непосредственная опасность миновала, не старайтесь сразу взять себя в руки и делать вид, что ничего не было. Дайте себе время на отходную. Обязательно поделитесь переживаниями. Найдите человека и просто проговорите. Не держите это в себе. Не корите себя за страх. Это деструктивные мысли. Вы столкнулись со смертельной угрозой. Страх — единственно адекватная реакция. Выпейте теплого сладкого чая. Глюкоза и тепло помогают нервной системе прийти в норму. Если дрожь не проходит, не мешайте ей. Это тело сбрасывает колоссальное напряжение. Укройтесь пледом и дайте ей пройти. Знайте и помните, вы сильнее, чем вам кажется. Каждый раз, переживая эти минуты, вы совершаете подвиг выживания. Используйте эти техники не как волшебную таблетку, а как инструменты в своем арсенале. Одна может не сработать, пробуйте другую. Самое главное — помнить, что вы живы прямо сейчас. Ваше дыхание, ваше сердцебиение, ваша способность держать себя за руку или обнимать близкого — это акт сопротивления и огромная сила. Держитесь, вы справитесь.